Добрый вечер, друзья! Сегодня я с вами хочу поделиться своим выбором топ-5 островных дымных виски. Это не значит, что остальные виски плохие. Это значит, что вот именно эти 5 чаще всего дегустируются, чаще всего тянется рука их налить себе в бокал, чаще всего они докупаются, соответственно. Итак, друзья, начнем. Ardbeg 10 лет. Экс-бурбона бочки, не фильтрованный, не крашеный. Чаще всего к нему тянется рука, чаще всего он под барбекю, под мясо, под рыбу, под морепродукты, под стейки разные. Под все подходит. Рыбацкий такой виски, который ты, вдыхая аромат, ощущаешь себя просто где-то на берегу моря. Такого неспокойного моря, когда вам прям йодированность такая вот идет, прилетает с морем. Вот этот вот виски я выбираю, назовем его 5 место, поставим его. Но это чаще всего именно Ardbeg. Хотя есть вот и Лаговулин, и Порт Шарлотт, и много чего, но именно Ardbeg. Еще хочу сказать, что Летчик Риоха Каск у нас не вошел ни в какой рейтинг, потому что он не похож ни на какой другой. Это ощущение того, это вот лучший выбор для девушек, лучший выбор для людей, которые хотят познакомиться с виски и с дымными виски. И это лучший выбор, когда ты хочешь легкого, свежего виски, которое очень похоже на вино. Поэтому он ни в каком топе рейтинге нету, но он очень хороший виски. Итак, следующий виски, это в принципе, наверное, предполагаемо было вами. Летчик 10 лет. Летчик 10 лет, тоже экс-бурбона бочки, тоже не красился, тоже не фильтровался. Есть вот тут вот сравнение по цвету. Значит, этот виски, когда уже, он подходит практически под любую закуску, но уже можно с ним подумать, посидеть. Уже можно оставить закуску в стороне и посидеть и подумать. Он вызывает большего наслаждения, больше восторг, какой-то вот вкус у него интереснее. Очень похож, в принципе, на одном уровне стоит Бунахавен Тач Ачакха. Вот он у нас стоит. Но мне летчик, вот рука чаще тянется. Кто смотрит давно этот канал, знает про это. Следующее место. Highland Park Twisted Tattoo. Выдерживался в бочках из-под Риохи. Тоже не крашеный. Значит, этот виски уже когда без закуски, уже когда тебя тянет выйти на улицу, посидеть на беседке, просто посидеть в тишине, насладиться виски, посмотреть в глаза дракону, как я говорю. Может быть, этот дракон меня завораживает, может быть, просто нравится бутылка. В общем, это вот виски, которые я уже пью редко, но когда уже без закуски, когда уже хочется, скажем, не за столом, уже когда хочется о чем-то подумать, посидеть, поразмышлять, понаслаждаться виски. Соответственно, следующий виски уже точно без закусок. Итак, я не нахожу даже ранга Twisted Tattoo 16 лет. Итак, следующий виски, который я вам всем рекомендую, про который я много рассказывал, это Laphroaig Ancuan Mor. Это очень необычный Laphroaig, который мне очень понравился. Я его считаю из всей линейки, мы за год порядка 8 бутылок дегустировали. Это самый лучший, самый необычный виски, который отдает тебе, кроме торфа, у него есть сажа. И это очень удивительно, это очень приятно, и мне он очень нравится. И я его беру уже реже, чем Twisted Tattoo, но тоже очень часто его дегустирую и наслаждаюсь этим виски. Прежде чем я назову первое место, я хочу рассказать, почему у меня PX не вошли в мой рейтинг. Понимаете, Педро Хименес это вкусные виски, это интересные виски, но он очень сладкий. Для меня все бочки Педро Хименеса, что мы дегустировали, то есть это Лаговулин Педро Хименеса, Laphroaig PX Cask и Bowmore Педро Хименес, это вкусные виски, да, но они слишком сладкие для меня. Я не люблю настолько насыщенно сладкие виски. Поэтому они у меня не вошли в мой рейтинг. Топ-1 для меня виски, который ты хочешь подумать, который я считаю самый лучший в цене до 150 евро. Тоже надо говорить, наверное, про цену, а то можно и Бунахавен 32 года вспомнить, который есть на канале, что тот самый лучший. Это Летчик 18 лет, понимаете? Здесь, конечно, там можно сказать, что я очень люблю Летчик, и это тоже будет правда, но мне здесь нравится все. Мне нравится деревянная упаковка. Я много раз говорил, что я почему-то фанат деревянной упаковки. Мне очень нравится, когда ты руками, тактильные ощущения какие-то. Мне понравилось, что это первый в моей жизни виски, который открывается именно вот так вот. И я скажу честно, это неудобно, но это очень мне нравится.
Потому что ты его можешь уронить, когда ты его откуда-то достаешь. Второе, мне нравится цвет этого виски. Вот он красноватый, ну испанские бочки. Какие бочки испанские, к сожалению, не говорят. Но очень красивый. И вот именно этот летчик 18 лет, он обладает очень большой гаммой вкуса, послевкусия и аромата. Для своей цены, вот я его покупал, я много раз говорил, за 115 евро. Это ну просто невероятный виски за эти деньги, за то, что ты получаешь после вот дегустации, после наслаждения этим виски. Я считаю его лучшим, вот именно вот этот Batch 3, испанские бочки. И еще два слова про тоже виски, которые в принципе я не ставил в рейтинг, я вам честно скажу. Octomore. Bruichladdich Octomore. Bruichladdich Octomore. Ни одного плохого слова я не скажу. Но за счет того, что он 60 градусов, ну ты его дегустируешь, ну, можно сказать, по праздникам, по каким-то. Ну потому что 60 градусов это уже ну, накладывает отпечаток именно эти 60 градусов. Это очень хорошие виски, но... Как я говорю, ты его крайне редко берешь себе наливать, именно потому, что он 60 градусов. Друзья, вот это мой личный топ-5 виски. И еще раз повторюсь. Ardbeg, 5 место. 4 место Летчик. 3 место виски, который уже начинает заставлять тебя подумать. Highland Park Twisted Tattoo Rioja Cask. 2 место Laphroaig Ancho Anmore. И 1 место, вот видите, вот он поднимается, ты его берешь, и он осторожно надо его поднимать. Иначе можно без виски остаться. И 1 место Летчик, 18 лет. Друзья, вот это мой топ-5 виски, которые я больше всего люблю. Хорошего вечера, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, кто не подписался.